Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы будем говорить о том досадном стратегическом решении, которое предпринимает большинство женщин, пытаясь начинать отношения с мужчиной. Еще раз говорю, пытаясь начинать отношения с мужчиной. С той точки, в которой они находятся, с тем намерением, в котором они находятся, этого делать категорически нельзя. А теперь, что же это за точка и что же это за намерение такое, которое фу-фу-фу, и оно плохо на вас влияет? Нельзя начинать отношения с мужчиной из нужды. То есть, как это выглядит? Что значит нужда? Я же не нищая, не попрошайничаю, ничего, но я же хочу, чтобы мужчина в мою жизнь принес то-то, принес то-то. Так вот, мои дорогие, когда вы хотите получить через мужчину то, чего у вас сегодня нет, никогда в жизни не было, и вы точно знаете, что если не будет мужчины того, которого вы себе намечтали, у вас этого никогда не будет, это самая хреновая позиция для начала отношений с мужчиной. Даже если у него есть то, чего вы хотите. Цену вашим отношениям устанавливает он. Плату за то, что вы хотите через него получить, диктует он. Понравится она вам, не понравится, будет ли она для вас чрезмерно высока, будет ли она для вас неудобна, будет ли она, может, для вас даже угрожающей для вашей жизни, вы не знаете. Потому что активом, который хотите получить вы, владеет он, а это значит, он диктует правила, на которых он готов с вами этим активом поделиться или допустить вас хотя бы посмотреть или пожить рядом с этим активом. Вы находитесь в заведомо ущербной позиции. У вас нет никаких прав, все права находятся у него. И поверьте, если у вас этого никогда не было, у вас есть еще одна неприятная ситуация, с которой вы обязательно столкнетесь. Это то, что вы не знаете, как управлять тем, чего вы хотите получить через мужчину, а он вас этому учить не будет. А это значит, даже если вы каким-то образом выдаете у мужчины то, чего вы хотите, с умом распорядиться этим вы не сможете. Это важный нюанс. Какая же стратегия правильная входа в отношения? Да, я хочу что-то иметь в своей жизни, мне это важно, мне это просто банально хочется. Вот захотела и хочу иметь это. Это значит, сегодня я уже либо двигаюсь к тому, чтобы это иметь, либо имею, но в меньшей степени, либо еще чуть-чуть я предпринимаю определенные шаги, чтобы к этому приблизиться. И тогда я могу взять себе в партнеры того, кто движется в этом же направлении, и тогда мы вместе будем учиться владеть этим активом, учиться управлять этим активом, и он будет принадлежать нам двоим, а не ему одному, и тогда мы будем иметь с ним равные права. Мало того, я буду себя чувствовать уверенно и комфортно. Почему? Потому что если вдруг мужчина надумает меня этого лишить, я буду сама обладать чем-то, я не буду оставаться ни с чем, я не буду опускаться снова. Меня подняли до небес и ударили об землю. Я не буду в этой ситуации, я буду чувствовать себя комфортно и неуязвимо. И когда у вас есть вот эта стартовая точка, ваши отношения с мужчиной, даже если то, о чем вы мечтали, у него есть больше, чем у вас, но они будут находиться совершенно на другом уровне. Вы не будете попрошайкой-нищенкой, которая просит пустить погреться у огня. У вас есть свой огонь, может быть не такой жаркий, может быть не такой яркий, может быть его хватит не на так долго, как хватит его у мужчины. Но мужчина понимает, что вы не нищенка, это значит, вы достойны уважения. С вами нужно договариваться, можно договариваться, с вами можно мечтать о чем-то большем и двигаться куда-то дальше. А это значит, у ваших отношений есть перспектива. Поэтому, если вы вдруг, не дай бог, решили, что вот у меня сегодня ничего нет, а вот я хочу мужика совсем, и я быстренько буду и деньги тратить, и буду командовать всем, мои дорогие, вы накосячите, вы просрете все, простите за грубость, но это и есть правда. Вы останетесь ни с чем. И после вас очень быстро найдется следующая красавица, которая захочет поживиться этим активом. А даже если найдется такая, когда у вас есть свое, вы будете в очень даже удобной позиции, потому что ваши потери будут минимальными. От всей души желаю вам мудрых стратегических решений, желаю вам правильного выбора. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите кнопочку с колокольчиком. Если у вас кнопочка канала и колокольчик серенькие, не надо ничего нажимать, тогда вы уже подписаны и вам уже все приходит. Если красненькие, жмите, подписывайтесь и все.
И мы с вами будем встречаться в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я».